Привет, друзья! Сегодня в выпуске я подробно вместе с вами разберу, что изменится в законах Европы и каким новым финансовым реформам нужно готовиться абсолютно всем жителям Германии. Сначала нас с вами ждет детальный анализ масштабной дорожной реформы, почему европейских автомобилистов постепенно подталкивают к отказу от аварийных треугольников, зачем вводится мигающий светодиодный свет VW-Sektion с интернет-трекером и как на это решение реагируют отдельные транспортные ведомства в Европе. Но это только начало. Во второй части выпуска срочный разбор громкого политического скандала. Вы узнаете, почему Высший суд Европейского Союза в Люксембурге ввел жесткие ограничения на снижение социальных пособий до уровня «койка, хлеб, мыло», и как этот вердикт повлиял на миграционные планы министра. И напоследок вас ждет сенсационная презентация от федеральной типографии. Вы увидите, друзья, новые экспериментальные банкноты Stella, которые по размеру и толщине приближены к формату пластиковой кредитной карты. Мы с вами обсудим, зачем власти тестируют изменение формы наличных денег и как Бундесбанк планирует защитить кэш от постепенной цифровизации. Будет максимально полезно, досмотрите до конца. Итак, новые жесткие требования к безопасности на скоростных трассах Европы уже заставили миллионы водителей адаптироваться к масштабным изменениям законодательства. И здесь Главное управление дорожного движения Испании официально запустило процесс постепенного отказа, друзья, от классического раскладного предупреждающего треугольника. Теперь в случае внезапной поломки или серьезной аварии на автомагистралях и скоростных дорогах водителям в ряде ситуаций рекомендуется даже не выходить из салона и использовать альтернативный мигающий предупреждающий свет, получивший техническую маркировку VW-Sektion. Этот инновационный сигнальный индикатор представляет собой такой компактный портативный проблесковый маячок, работающий от автономного батарейного питания. Прибор излучает яркий интенсивный желтый световой сигнал, который хорошо заметен в условиях ночной темноты или сильного тумана на расстоянии до 1 километра во все абсолютно стороны. Дорожные ведомства рассчитывают, что такое нововведение в разы повысит безопасность движения и снизит число тяжелых аварий на автобанах. Водителю больше не придется, скажем так, в мороз, ливень или штормовой ветер рисковать своей жизнью, шагая вдоль даже обочины скоростной трассы. Этот проблесковый маячок можно быстро закрепить магнитом на металлической крыше автомобиля прямо через приоткрытое окно салона. Как детально поясняют эксперты немецкого автомобильного автоклуба ADAC, эти новые сигнальные огни оснащены встроенным чипом и могут быть связаны с сотовой мобильной связью. В момент активации маячок начинает в автоматическом режиме с интервалами передавать данные о текущем местоположении сломавшейся машины в базы данных дорожных служб и экстренных спасательных сервисов. Именно такой цифровой контроль по задумке должен помочь спасателям, медикам и дорожным патрулям реагировать на такие чрезвычайные ситуации на дорогах быстрее и точнее, снижая тем самым риск ошибок, когда водитель в стрессе не может объяснить, на каком именно участке автобана он вообще остановился. Многих наших соотечественников, которые планируют отправиться в летний отпуск на своей машине, волнует логичный вопрос: а нужно ли срочно бежать сегодня в магазине и покупать этот гаджет перед пересечением границы? Спешу вас успокоить. Для иностранных туристов, путешествующих по Испании на личных автомобилях с иностранными номерами, новые требования в целом абсолютно ничего не меняют. Данный закон применяется в первую очередь именно к транспортным средствам, которые официально зарегистрированы пока в Испании. Однако здесь кроется один важнейший юридический нюанс, который в ряде случаев касается отпускников. Все прокатные или арендованные машины в местных компаниях имеют испанскую регистрацию, друзья, а значит они могут подпадать под требования быть укомплектованными этими инновационными электронными предупреждающими световыми сигналом VW-Sektion. Кроме того, география действия этих правил строго ограничена. Новая обязанность распространяется в первую очередь на скоростные федеральные автомагистрали и транзитные автобаны.
То есть, если у вас случилась внезапная техническая поломка двигателя или даже небольшая какая-либо авария на обычной загородной или сельской дороге, или внутри черты населенного пункта, в ряде случаев по-прежнему допускается использование тот классический пластиковый предупреждающий треугольник. Впрочем, дорожная полиция и служба безопасности настойчиво рекомендуют сегодня применять мигающий желтый свет даже в таких ситуациях, поскольку яркий проблесковый маячок повышает видимость и, соответственно, снижает риск того, что другой водитель может не заметить обычный знак в темноте. В связи с этим немецкая автомобильная ассоциация ADAC выпустила важную инструкцию для всех отдыхающих. При оформлении и получении арендованного автомобиля в прокатной компании стоит обязательно лично убедиться, что этот электронный индикатор неисправности находится внутри машины и что его батарейный блок полностью заряжен. То есть попросите сотрудников этой компании на месте наглядно объяснить правильное использование и активацию этого прибора. Испанские органы дорожного движения настоятельно рекомендуют не хранить этот маячок в труднодоступных местах, то есть его на самом деле лучше держать в легкодоступном месте, например в том же бардачке или в кармане водительской двери. Это позволит вам в экстренной ситуации дотянуться до прибора за секунды, даже не покидая безопасного салона автомобиля. Если же говорить о дорожных регламентах внутри самой Германии, то здесь пока сохраняется совершенно иной юридический подход, и немецким водителям в ближайшие месяцы точно, друзья, не придется в срочном порядке менять свои привычные аварийные знаки. В строгих правилах сегодня допуска транспортных средств к движению прописаны четкие и достаточно жесткие положения. Согласно знаменитому параграфу, вы знаете, 53А этого кодекса, владельцы легковых автомобилей с максимальной общей массой не более 3,5 тонн обязаны иметь в багажнике, что правильно, классический складной предупреждающий треугольник и хотя бы один светоотражающий сигнальный жилет. Безусловно, бережливым немецким бюргерам по закону разрешено дополнительно покупать и использовать эти современные мигающие сигнальные огни, но здесь есть важный юридический нюанс, о котором вы должны знать. В Германии такие устройства пока рассматриваются как дополнительная опция, то есть они не заменяют требования иметь и использовать именно традиционный предупреждающий треугольник. Понятно? А вот для тяжелого коммерческого транспорта, фур и грузовиков с полной массой, соответственно, больше 3,5 тонн, правила строже. То есть дальнобойщики обязаны возить с собой и стандартный треугольник, и отдельно от него переносной такой желтый сигнальный фонарь на батарейках. В настоящее время не планируют замену привычных треугольников на мигающие испанские светодиодные маячки VAU-SEXen. Официальные представители ведомства в Берлине отмечают, что на данный момент нет каких-либо общепринятых научных исследований, которые бы однозначно подтверждали экономическую эффективность или влияние этих устройств именно на безопасность дорожного движения. Как поясняют сегодня в министерстве, действующие в Германии правила техники безопасности на автобанах основаны на многолетнем опыте применения, поэтому вопрос о возможном внедрении устройств типа V16 на немецких дорогах чиновники готовы обсуждать только на основе устойчивых научных данных, а не как прямое копирование решений, например, других стран, той же Испании, предлагающие дополнительные расходы для водителей. И еще одна новость. Суд Европейского Союза в Люксембурге официально ограничил действия по уменьшению социальных пособий просителям убежища до уровня койка, хлеб, мыло. Европейские судьи указали, что подобные подходы в отдельных случаях могут даже противоречить нормам европейского права и принципам защиты человеческого достоинства и минимального уровня обеспечения. То есть, судейская коллегия особо подчеркнула важнейший юридический нюанс. Даже если по внутренним регламентам всего Европейского Союза за конкретного мигранта формально отвечает другая, друзья, страна первичного въезда, государство пребывания все равно не может полностью лишать человека базовых средств к существованию до момента фактической высадки.
Ведомства в Берлине обязаны до этого момента обеспечить все-таки минимально необходимый уровень поддержки, то есть базовые продукты и предметы первой необходимости, одежду, а также доступ к средствам связи, транспорту и бытовым нуждам. По общеевропейским нормам государства-участники обязаны гарантировать именно базовые условия жизни и соблюдать стандарты гуманного обращения, не допуская ситуации крайней социальной уязвимости. Как следует из пояснений, представленных в решении Люксембургского суда, покупка сезонной одежды и базовые средства гигиены рассматриваются как часть того самого минимального уровня обеспечения человека, а небольшие денежные выплаты на повседневные нужды позволяют сохранить элементарную социальную автономию. Без этого становится затруднительным даже простое перемещение по городу, обращение, например, за юридической помощью или покупка предметов первой необходимости в супермаркете. А напомню, начался весь этот процесс с индивидуального судебного спора беженца из Афганистана. Немецкие миграционные службы рассматривали возможность его передачи в другую страну Европейского Союза в рамках действующих процедур, и на этом основании местное ведомство временно сократило ему объем социальных выплат до минимального уровня обеспечения. Совместно со своим адвокатом заявитель подал иск соответствующим административным органам. В итоге дело дошло до высшей инстанции Европейского Союза и стало одним из факторов, повлиявших на текущие дискуссии вокруг действий по ограничению социальных выплат в отдельных случаях. Профессиональный адвокат Клаус Шарк детально поделился важными подробностями этого дела в суде. Он сказал, изначально его подзащитный, помимо бесплатного трехразового питания в лагере, стабильно получал от государства еще 150 евро в месяц на личные прочие нужды. Но как только миграционные службы Германии официально отказали ему в предоставлении статуса беженца, указав, что по правилам за него может отвечать именно Румыния, все денежные выплаты были резко уменьшены до нуля. С тех самых пор молодой парень оказался в ситуации, где у него просто-напросто не оставалось средств даже на базовые повседневные расходы, включая одежду и обувь. Защитник прямо объяснил, что подобные решения могут приводить к фактической изоляции людей в лагерях и ограничению их возможностей самостоятельно устроить свою жизнь. Также юрист подал принципиальный иск против этого спорного правила «Койка, хлеб, мыло» и в итоге добился решения в высшей инстанции Европы. Кстати, хочу еще вам напомнить, что в 2024 году тогдашний министр внутренних дел Германии, наверное, вы помните, Нэнси Фейзер на волне миграционного кризиса пошла еще дальше и еще больше ужесточила действующие правила. Согласно ее министерским поправкам, на тот момент социальные выплаты иностранцам в Германии могли быть ограничены или пересмотрены, если проверки показывают, что за предоставление убежища юридически отвечает другая страна Евросоюза. Но вот сейчас, после свежего решения Люксембургского суда, такие действия были поставлены под серьезные юридические ограничения на европейском уровне. Как отметил известный европейский юрист Константин Хрушко, если государству запрещено урезать пособия ниже минимального уровня обеспечения, то тем более, друзья, нельзя полностью лишать человека базовой поддержки. Параллельно с этим процессом старые регламенты Евросоюза о пособиях для просителей убежища постепенно тоже уходят в прошлое, уступая место новым европейским правилам. Официальный старт этой реформы назначен уже буквально на 12 июня. На первый взгляд, в новых положениях странам-участницам формально разрешается уменьшать выплаты, если беженец находится не в той стране ЕС, которая за него отвечает по документам. Однако эксперт по вопросам убежища Хрушко настойчиво акцентирует внимание на важнейшей детали. Даже если в новой редакции закона отдельно закрепляется, что минимальный уровень жизни человека должен сохраняться в соответствии с правом Европейского Союза, чиновники в Германии просто-напросто не имеют права переступать через этот барьер. Например, им запрещено нарушать фундаментальную хартию основ прав Европейского Союза, которая и защищает человеческое достоинство каждого, кто находится на европейской территории. И это, друзья, еще не все, о чем я вам хотел сегодня рассказать. Строгие консервативные правила немецких автобанов и те осторожные позиции министерств постепенно уступают место
технологическим новинкам в сфере наличного денежного обращения, которое сейчас прорабатывается в рамках государственной печатной индустрии в Германии. Новые банкноты будут обладать существенно меньшей площадью поверхности, на их производство потребуется меньше полимерного материала, при этом они получат значительно более высокую степень защиты от возможных подделок. Федеральная типография Германии представила концептуальную купюру под кодовым названием Stella, который по своим физическим габаритам и толщине приближается к формату обычной пластиковой кредитной карточки. Главное ведомство Германии по выпуску ценных документов представило эту концепцию на международной финансовой конференции в Вашингтоне. Согласно официальным материалам, футуристический дизайн рассматривается как часть экспериментальной инновационной серии под латинским названием Ex Nihilo, что в переводе означает «из ничего» и отличается уменьшенным форматом. Основная стратегическая цель разработчиков заключается в том, чтобы сделать классические бумажные наличные деньги более практичными, долговечными и защищенными в условиях постепенного расширения цифровых платежей и онлайн-банкинга. Сегодня власти учитывают, что наличные в Германии по-прежнему остаются востребованными, поэтому параллельно тестируют варианты их модернизации. Технически надпись Stella нанесена на специальную прочную полимерную основу, то есть тонкий, но износостойкий пластик, который создается с использованием возобновляемых растительных сырьевых материалов без применения ископаемого сырья. По инженерным данным федеральной типографии, этот композитный материал рассчитан на длительный срок службы, устойчив, кстати, к износу в кошельках и снижает потребление сырья и энергии в процессе производства. Несмотря на компактный формат мини, скажем так, купюры, разработчикам удалось интегрировать в структуру пластика как классические водяные знаки, которые вы все знаете, так и современные голографические элементы защиты, включая сложную многослойную конструкцию, обеспечивающую повышенный уровень защиты от подделок. Если же опираться на свежие исследования немецкого федерального банка Deutsche Bundesbank за 2025 год, то данные выглядят показательно в контексте цифровизации. Сообщается, что около 99,4% торговых точек, кафе и заправок на территории всей Германии, друзья, по-прежнему принимают наличные купюры, а в 98,7% случаев оплата наличными была успешно завершена с первой попытки без технических затруднений. На этой важной ноте наш подробный аналитический выпуск на сегодня полностью завершен. Завтра я снова буду преданно ждать вас здесь же, на нашем канале, со свежей порцией самых честных, глубоких и актуальных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам искренне понравился сегодняшний живой разбор автомобильных маячков, пластиковых денег и иммиграционных судебных решений, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и огромное спасибо за просмотр этого видео до самого конца.